Городок. Добрый день. Вы извините, Иванов Виктор Александрович здесь проживает? Здесь? Альберт Николаевич. Боже мой. Я вас сразу узнал. Разве мы знакомы? Альберт Николаевич. Я же у вас 10 лет тренировался. Вы из меня в 74-м олимпийского чемпиона сделали. Пиф-паф, ой-ой-ой, по стрельбе. Витя. Витя. Милый ты мой, сколько ж тебе лет? Альберт Николаевич, у меня, как говорится, вся жизнь впереди. Была бы, как говорится, цель в жизни. А винтовку для нее я всегда найду. Да, Витенька, жизнь – это борьба. Борьба. Кулаков, что ты там скребешься? Давай заходи. Ты же наша слава, наша гордость. Родину прославил. Спасибо тебе большое, Кулаков. От спорткомитета, от тренерского совета, от меня лично. Ну, Кулаков, давай рассказывай, как тебя в Сиднее дисквалифицировали. Кстати, что у тебя за вид такой еще ко всему? Вы про кимоно, Иван Семенович? Да. Так они же ж меня в буквальном смысле слова с ковра и на самолет. Аборигены эти. Депортировали они меня, выдворили из страны. В прямом смысле слова, как говорится, вылетел из страны за 5 минут. Да нет, молодец. Что ты, молодец. Еще телеграммочку прислали вдогонку. Не прислали. Да, дисквалифицирован за применение подножки. Это как понимать? Как понимать вот это вот? Так, как это понимать, Иван Семенович? Будет рассказ. Давай рассказ. Идет финал. Турок. Попался крепкий. Так. А турок сейчас вообще крепкий пошел, Иван Семенович. Он все время в счете вел. Тут я смотрю, опа-на, последняя минута. Что-то делать надо. А турок-то прет, турок нажимает. Ну, я его подножкой на ковер и завалил, чтобы он знал, турок, как эти свои турецкие приемчики показывать. И все. Они меня за это... Слушай, что ты финтишь, а? Ну что ты финтишь? Телеграмм. Что ты за дурака держишь? Подножка в дзюдо разрешается. Так, конечно, разрешается. Подножка. Подножка. Ну и что это за подножка такая? Да ебо, Иван Семенович, ну обыкновенная подножка. От железнодорожного вагона. О. Альберт Николаевич. Вот так. Да, Витенька, устроился хорошо. Молодец. Заметили? Да. Это не шпон. Нет? Массив. Италия? Обижаете, Альберт Николаевич. Румыния. Румыния. Ну, конечно. Ну, что будем пить? Виски, коньяк, водка. Не, хватит, Витенька. Все. Слово тренера закон. Правильно. Будем пить. Все. Богемия. Обижаете. Гусь. Что за гусь? Хрустальный. Мне немного, я на работе. Гусь? Богемия. Ну, Витенька, коньячку, чуть-чуть коньячку. коньячку. Ну, рассказывайте, Альберт Николаевич. А что? Как? Давно ли ушли? Из большого спорта. Ну, я, Витенька, ушел, но ненадолго. Я ведь на севере жил. Там увлекся интереснейшим видом спорта. Борьбой нанайских мальчиков. Выпьем за борьбу нанайских мальчиков с нанайскими девочками. Все Альберт Николаевич, дневник Олимпиады. это святое.
Добрый вечер. Интересный случай произошел вчера во время медицинского теста перед забегом 4 на 400 метров. Врачи обнаружили у спортсменов эстафетную палочку, которая, как выяснилось, передается не только из рук в руки. Юрий. Илья. Российская команда заканчивает подготовку к решающей велогонке. Наши спортсмены-велосипедисты уже с утра крутят педали. Причем у итальянцев и немцев они их уже открутили. Илья. Юрий. У нас в эти минуты проходит полуфинал соревнований по водному поло. Ну, водное поло есть водное поло. К сожалению, атака нашей сборной только что захлебнулась. Юрий. Илья. Только что в финальном матче по футболу был забит решающий мяч. Автор гола доставлен в реанимацию с тяжелыми множественными засосами. Илья. Юрий. Футболисты российской сборной выйдут сегодня на поле в форме цветов российского флага. Красные трусы, белые футболки и синие морды. Юрий. Илья. Удивительно слаженно работают все российские спортсмены на Олимпиаде. Ребята понимают тренеров буквально с полуслова. Особенно популярны такие полуслова, как «твою», «пошел» и «мать». Всего вам доброго. Илья. Юрий. Всего вам доброго. Юрий. Илья. Юрий. Илья. Витя. Юрий. Альберт Илья. Николаевич. Витя. Юрий. Илья. Юрий. Достал. Альберт Николаевич. А дети стрельбой увлекаются? Нет, Витек, дети нет. Вот внук, да, увлекается стрельбой по этим... По тарелочкам. Нет, по бутылочкам. По каким бутылочкам? С кетчупом Балтимор. Как это? Ну как, каждый день стреляют у меня деньги на бутылочку кетчупа Балтимор. Что это за кетчуп такой? Альберт Николаевич. Как знал. Болгария. Россия. Болгария. А вы, Альберт Николаевич, когда из сборной ушли, где потом работали? Я ведь после этого в кино долго работал. В кино? Ну, тогда, я не знаю, виски. Жалко. Кино. А я вас ни разу не видел. Жалко. Ну так, а что удивительного, Витя? Окошко-то в кассе маленькое. Альберт Николаевич, я думаю, джин. Нет, хватит. Наверное, Ну, чисто символический. вот как вы сейчас сказали, символически. Напомнили мне один случай. Да. Меня пригласили на соревнования. Да, по парашютному спорту. Да. И там один местный мэр совершил символический прыжок с парашютом, как сейчас вижу перед глазами. Представляете? Да. Ну как это? Символический прыжок? Не представляю. Да нет, прыжок как раз был настоящий. Парашют оказался символический. Не чокаясь. Ну, Вить, что-то я тут заболтался с тобой, а у меня работа стоит, знаешь. Альберт Николаевич, а что ты вообще приходил? Я не понял. Вить, ну, жизнь сейчас дорогая. Дорогая. А я все-таки спортсмен. Ну, спортсмен. Ну, в общем, Витя, я рекетиром работаю. Тут тебя просили передать. Если ты, сучок болотный, не отстегнешь кусок зелени, можешь накрыться простыней. А будешь не по сезону шелестеть, хлебало вырвал. Ты, Витя, не обижайся на меня. Неудобно. Получилось. Нехорошо. Я бы для вас, Альберт Николаевич, действительно, вот все. А что? Все вот, только вот это. Я ведь все свое золото в скупку сдал. Много было золота. 2 олимпийские медали. Ах, как хочется вернуться
хочется ворваться